Друзья, я приветствую всех на своем канале «Энергия Таро», где сегодня на картах Таро мы расследуем дело, которое вызывает немало вопросов. Представьте, 24 августа 2025 года. Босфор. Тысячи спортсменов входят в воду, чтобы преодолеть легендарный пролив. Сотни катеров, десятки дронов, береговая охрана, тысячи пар глаз следят за пловцами. И в этом идеально контролируемом пространстве бесследно исчезает человек. Кандидат в мастера спорта, молодой, сильный мужчина, пловец Николай Свечников. Он заходит в воду, и больше его никто не видит. Лишь 20 января 2026 года тело Николая находят практически на линии финиша. Официальная версия «несчастный случай утонул» не выдерживает критики. Слишком много странностей и слишком много вопросов, на которые на сегодняшний день нет вразумительных ответов. Например, почему тело спустя 5 месяцев нахождения в воде не всплыло ранее и выглядит так, будто недавно попало в воду. Тело, находясь в воде более нескольких недель и месяцев, мумифицируется, замыливается, а об этом нет сведений при обнаружении тела Николая. Почему у тела отсутствовали голова и руки, причем характер повреждений на теле не рваный, а будто их аккуратно чем-то отделили, с хирургической точностью. И, наконец, в последнее время слишком много новостей, связанных с исчезновениями людей, русских людей в Турции, что не может не наталкивать на мысли о том, что то, что произошло с Николаем Свечниковым, не может быть просто случайностью. Сегодня мы с помощью карт Таро постараемся пролить свет на это таинственное исчезновение, на исчезновение пловца Николая Свечникова. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 13 лет, детский психотерапевт. Помогаю вам с помощью карт Таро разрешить важные, волнующие вас вопросы. Заказать у меня личный расклад или обряд вы можете, написав мне в личку, указанную под любым видео на канале. А если вы чувствуете в себе желание разобраться в картах Таро и хотите сделать это просто и понятно, чем это кажется на первый взгляд, у меня есть для вас удобная система обучения. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. Николай Свечников – кандидат в мастера спорта. Ему 29 лет. Он полон сил и стартует под номером 2554 с 3-го корабля. Перед заплывом медики проблем с его здоровьем не обнаруживают. Другие российские пловцы, однако, далее расскажут, что Свечников плыл очень медленно, брасом, и делал несколько грибков, после чего останавливался, будто ему было плохо. У Николая на руке был обязательный браслет-трекер. Позже появились данные, что трекер сначала замолчал, а потом начал подавать сигналы с большой глубины. Но если он утонул сразу, как сигнал мог появиться позже? Николай не финишировал, но заметили это лишь спустя несколько часов. Тысячи людей, сотни катеров безопасности, и никто не заметил, как пропал Николай Свечников. Официальные поиски начались с опозданием, будто кому-то нужно было дать время, чтобы увезти Николая подальше. Проходит почти 5 месяцев, и тут 20 января 2026 года в районе Бешикташ, практически у финиша, рабочие находят тело мужчины в гидрокостюме. Оно было обезображено, без головы и рук. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело принадлежит Свечникову, однако причина смерти до сих пор не установлена.
Давайте сегодня с помощью карт Таро постараемся ответить на самые острые и волнующие вопросы в деле Николая Свечникова. Друзья, с нами сегодня венецианское Таро, которое будет отвечать на наши с вами вопросы. Здравствуйте, карты. И первый вопрос будет звучать таким образом. Несмотря на проведенную ДНК-экспертизу, мы не можем быть на 100% уверены, что нам говорят правду. Поэтому давайте прежде всего узнаем, действительно ли Николая Свечникова нет в живых на сегодняшний день. И если действительно его нет в живых, его ли тело нашли в Босфоре 20 января 2026 года. Действительно ли пловца Николая Свечникова нет в живых на сегодняшний день? Действительно ли его нет в живых на сегодняшний день? Карта повешенной говорит о жертве, о том, что он жертва обстоятельств или о том, что так случилось, так произошло. Мы еще узнаем, причастны ли к этому третьи лица или нет, но о том, что его действительно нет в живых на сегодняшний день. Карта повешенной. Повешенный еще подвесил себя на время, может говорить об этом, но здесь повешенный говорит о человеке, которого действительно нет в живых, на нем черная маска, и его подвесил кто-то. Он не сам себя подвесил. Далее, действительно ли тело Николая Свечникова нашли в Босфоре 20 января 2026 года? Это его тело? Карта Маг. 100% да. Первый старший аркан, который отвечает на вопрос положительно. Практически всегда. И практически в любом раскладе. Все зависит от того, как интерпретирован вопрос. Правда ли, что при обнаружении тела Николая Свечникова у тела не было рук и головы? Правда ли, что при обнаружении тела Николая Свечникова у тела не было рук и головы? Пятерка Пентаклей – это потеря. Это действительно так, несмотря на то, что это отрицательный аркан. Аркан нам говорит о том, что это потеря чего-то. Тело обнаружено, но у тела чего-то нет. Потеряна голова, потеряны руки. Нет. Почему? Мы узнаем чуть позже. Друзья мои, да, это действительно так. Карта Рыцарь мечей говорит нам о человеке. Либо это Николай Свечников, либо это человек, который имел в руках что-то острое, какое-то оружие. И этим самым оружием отделил голову и руки от тела Николая Свечникова. Присутствовали ли там третьи лица в его гибели? И виновны ли они в гибели Николая Свечникова, мы еще узнаем с вами чуть позже. Сам Николай незадолго до соревнований чувствовал ли что-то, что может угрожать его жизни. Возможно, были какие-то предчувствия, какие-то плохие сны. Бывает так, что мы что-то чувствуем, и потом не едем куда-то, не действуем, потому что нам приснился плохой сон, если мы действительно верим в эти плохие сны. Но вот сам Николай Свечников незадолго до соревнований чувствовал ли что-то, что может угрожать его жизни. Возможно, были какие-то предчувствия, плохие сны. Чувствовал ли что-то Николай Свечников? Предчувствовал ли он? Король кубков. Король кубков – это сам Николай Свечников, это мужчина водного знака зодиака, либо мужчина, который полностью погружен в соревнования, потому что здесь король кубков, король воды. И здесь в данном случае речь может идти о воде, о Босфоре. Он думал только об этом. Он считал минуты, секунды до того, пока он войдет в воду. Он действительно мечтал об этом. Действительно ли он что-то предчувствовал перед соревнованием или ничего не чувствовал? Вообще у него не было никаких предзнаменований, что с ним может что-то случиться. Что-то чувствовал Николай Свечников перед тем, как погрузиться в воду. Очень много людей рядом с ним. И постоянно что-то говорят. И еще он разговаривал с какой-то девушкой. Вот прямо перед заходом в воду он разговаривал с какой-то девушкой. Королева мечей. Жесткая, авторитарная, властная, тяжелая. Девушка молодая причем. Что-то ему сказала. Что-то сказала, но потом очень сожалела о том, что она ему это сказала. И рядом еще какой-то мужчина. Авторитет есть у этого мужчины, деньги, статус. И он постоянно ходит вокруг да около. Либо он следит за Николаем. Очень много людей. А сам Николай что-то предчувствовал плохое. Ему казалось, что за ним кто-то наблюдает. Не могу сказать, что это какая-то паранойя, но ему казалось, что очень много пар глаз обращают на него внимание. Это также может быть потому, что он считал себя победителем. Шестерка Пентаклей – это карта человека, который что-то может дать этому соревнованию. Он может победить, и он может войти в историю. Шестерка Пентаклей – это карта человека дающего. Но в то же время здесь на карте девушка, возле которой трется черная кошка и серая кошка. Серый кардинал и черная кошка – это карта обмана, карта врага. И он чувствовал, что за ним кто-то наблюдает, не просто смотрит на него с восхищением, а кто-то наблюдает за ним. Ему это не нравилось. Но он считал, что это некое волнение перед соревнованием. Поэтому он не придал этому особого значения. Но за ним действительно кто-то наблюдал. Несколько людей здесь, несколько человек и женщина, с которой он общался. Вполне возможно, что общался по телефону, потому что королева мечей – это воздух. Общаться по мессенджеру, по телефону. СМСки и просто по телефону общаться. Были ли в жизни Николая Свечникова враги, которые могли желать ему смерти? И посмотрим, если были враги, имеют ли они какое-то отношение к его гибели. Были ли в жизни пловца Николая Свечникова враги,
которые могли желать ему смерти. Были ли враги? Все стабильно, все спокойно. Прямо врагов каких-то я не вижу. Жизнь течет своим чередом. Были ли в жизни Николая Свечникова враги, которые могли желать ему смерти? Но здесь женщина, которую он когда-то обидел. Когда-то обидел, но это было уже давно. Забылось и прошло вроде бы, но она это помнит. Он этого не помнит, но она это помнит, королева Пентаклей. Женщина стабильная, статусная, может быть, чуть старше его. Может быть, были какие-то отношения серьезные у них ранее, до его супруги. Здесь какая-то женщина, которая затаила злобу на него. Но я не вижу, что она как-то причастна к этой гибели. Здесь мы просто выясняем, были ли враги, которые желали ему смерти. Имеет ли какое-то отношение вот эта женщина к его гибели? Что навряд ли, конечно. Имеет ли королева Пентаклей отношение к его гибели? А нет, здесь мужчина играет большую роль. Здесь женщины к гибели Николая никакого отношения не имеют. Но здесь есть мужчина или мужчины. Паж жезлов. Мужчина, который за ним тщательно следит. И обратите внимание, что скрывается за маской. Скрывается за маской, это метафорично, конечно. Здесь он просто следит так, чтобы Николай этого не узнал и не увидел. Но Николай все-таки прочувствовал это. Интуиция его не подвела. Ему нужно было здесь остановиться как раз-таки, да, и не заходить в воду. Но кто бы знал, как говорится. Теперь вкратце расскажу вам о том, что такое заплыв через Босфор, чтобы было понимание. Межконтинентальный заплыв через Босфор – это ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде, которое организует Олимпийский комитет Турции. Впервые оно состоялось 23 июля 1989 года. Тогда в нем приняли участие 68 пловцов. За все время существования соревнование обрело популярность и теперь ежегодно собирает более 2000 спортсменов. Всемирная ассоциация по плаванию на открытой воде признала заплыв через Босфор массовым соревнованием по плаванию в мире. Думаю, все понимают масштаб данного мероприятия. Однако, учитывая пропажу Свечникова, которого не увидели десятки дронов и несколько тысяч людей, можно предположить, что работа организаторов хромает. Давайте узнаем, действительно ли заплыв на Босфоре, его организация 24 августа 2025 года, была организована по всем правилам безопасности как для спортсменов, так и для гостей данного мероприятия. Или же они могли не учесть многого, что привело к тому, что пропавшего спортсмена просто потеряли из виду и не смогли вовремя найти. Действительно ли заплыв на Босфоре, его организация 24 августа 2025 года была организована по всем правилам безопасности как для спортсменов, так и для гостей данного мероприятия? Чего-то не учли. Четверка кубков – это чего-то не учесть. Это зазнаться. Мне это не нужно, я и так знаю, не надо мне это давать, я в курсе. То есть зазнаться и не понимать, что вот где-то что-то не учтено. Четверка кубков. Я правильно понимаю, что все-таки они могли не учесть многого, что привело к тому, что пропавшего спортсмена Николая Свечникова просто потеряли из виду и не смогли вовремя найти. Правильно ли я понимаю? Тройка жезлов. Уже потом подумали, уже потом поняли, что что-то было сделано не так. Тройка жезлов. Тройка жезлов еще может говорить о том, что сделано было специально. Почему? Потому что тройка жезлов, мы всегда смотрим на плоды своего труда и наслаждаемся этим. Нам это нравится. Поэтому тройка жезлов здесь может быть двоякой. Тройка жезлов может говорить о том, что сделано это было специально и не учтено очень многое по правилам безопасности, чтобы спортсмены не могли вовремя найти. И тройка жезлов также может говорить о том, что мы потом только увидели, что мы чего-то не учли. Но то, что они чего-то не учли по правилам безопасности, это 100%. Существует несколько версий того, что могло произойти с Николаем Свечниковым. Версия первая – гидрокостюм и возможные судороги в воде. Друг Свечникова рассказал, что Николай Свечников жаловался на гидрокостюм, который был мал Николаю и сковывал его движение. Прямо перед заплывом он говорил о том, что он мне маленький. Маленький не по размеру гидрокостюм в воде может привести к дискомфорту, болевым ощущениям и даже судорогам, который может закончиться весьма плачевно. Он должен плотно прилегать к телу, но не передавливать. Давайте узнаем, действительно ли к гибели Николая Свечникова мог привести неправильно подобранный по размеру гидрокостюм, из-за чего у Свечникова могли произойти судороги, пережим сосудов и потеря сил. Действительно ли к гибели Николая Свечникова мог привести неправильно подобранный по размеру гидрокостюм, из-за чего у Свечникова могли произойти судороги? Действительно ли это так? Карта у нас сама выпала. Карта колесница. Карта колесница говорит в неправильном направлении плыть или кто-то подхватил на транспортном средстве.
Вот о чем нам говорит колесница. Колесница нам вообще не говорит про гидрокостюм. Обратите внимание, что колесничий здесь в железном костюме, в латах, в доспехах. И костюм, несмотря на то, что он его сковывает, позволяет ему совершать дальнейшие движения, позволяет ему плыть, то есть ехать дальше. Колесница говорит о том, что он плыл дальше, и гидрокостюм ему в этом не мешал. Второй версией как раз-таки является, что Свечникова могло унести течением. Действительно ли Николая Свечникова унесло течением, из-за чего произошла дезориентация в пространстве и последующая потеря, пропажа пловца? Карта Солнца. Карта Солнца действительно пойти не тем течением. Солнце – это еще мужской разум, рационализм, ум. А вот, кстати, Солнце может говорить о том, что он профессиональный пловец, который рационально мыслил. Мы не будем отвечать как дилетанты сейчас на картах Таро и вытягивать да, нет, положительные, отрицательные карты. Нет, не совсем так карты Таро работают, друзья мои. Карты Таро заглядывают вглубь. И здесь карта Солнца говорит о рационализме мужчины, о том, что он был настолько крепок и силен, что он просто не мог сам свернуть не туда. Он был в этом профессионалом. И если он и поплыл не тем течением, то он либо был уже мертв и тело плыло, либо его увезли в каком-то направлении. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому здесь не Свечникова унесло течением, а скорее всего тело могли подхватить. Ну и, соответственно, это было совершенно в другом направлении, не там, где был заплыв. Что у нас на дне колоды? Конечно, карта Верховной Жрицы. Карта Верховной Жрицы – это тайна. Это то, чего мы не узнаем никогда. Или если есть здесь какое-то преступление, если есть здесь третьи лица, которые что-то сделали с Николаем Свечниковым, то они так и останутся неразгаданными, в тени. Карта Верховной Жрицы – это тайна, это секрет. Это приплыть куда-то не туда, но не по своей воле. Потому что человек был очень разумный, рационально мыслил, и он прекрасно понимал, что он делает. Поэтому здесь, друзья мои, отметаем вторую версию. Что на самом деле произошло с пловцом Николаем Свечниковым? С Николаем Свечниковым произошел несчастный случай, или же к гибели Николая Свечникова причастны третьи лица. Почему-то две карты хочу вытянуть. Это был несчастный случай, ну, конечно, нет, сразу выпадает император. Это был какой-то высокопоставленный человек, высокопоставленное лицо, плюс еще какая-то женщина наблюдала или женщина что-то видела. Какая-то женщина что-то видела, но никому ничего не говорит, потому что боится. Женщина, не причастна к гибели Николая Свечникова, причастен какой-то император. Император – это властимущий человек, авторитарный, которого слушают и действуют по его команде, так называемый заказчик, давайте будем так говорить. И третьи лица действительно причастны к гибели Николая Свечникова. Это не несчастный случай, друзья мои, нет. Шестерка мечей, человека уже увозили на лодке, я так понимаю, на каком-то транспортном средстве, когда он был без чувств. И какая-то женщина это видела. Женщина видела, женщину не заметили, но женщина ничего не скажет, потому что она понимает, кто его увозил. Давайте смотреть дальше. Карты. Восстановите мне, пожалуйста, хронологию событий, произошедших с Николаем Свечниковым за несколько часов до соревнований в Босфоре 24 августа 2025 года и после того, как Николай вошел в воду Босфора и начался заплыв. Восстановите мне, пожалуйста, хронологию событий, произошедших с Николаем Свечниковым. Давайте сначала за несколько часов до заплыва в Босфоре 24 августа 2025 года. Вот что с ним происходило? Полон сил, полон энергии, есть цель, он стремится к этой цели, он идет к этой цели, он очень хочет одержать победу. Конечно же, очень хочет одержать победу, это естественно. Он жив и полон сил, здоров абсолютно. То есть, действительно, медики, которые не выявили у него никаких патологий перед заплывом, действительно их не было, друзья мои. Что происходит дальше? Перед заплывом в Босфоре 24 августа 2025 года с Николаем Свечниковым. Что происходит дальше? Как интересно, он теряет ориентир. Почему? Потому что с ним разговаривает какой-то мужчина, что-то ему говорит. Он к нему не с каким-то нападением, а он к нему с каким-то возмущением, рыцарь мечей. Но он не может ему ответить напрямую, потому что он разговаривает с ним либо по телефону, либо по СМС-ке. Это СМС-ка была. Вот какая-то СМС-ка к нему пришла от мужчины. И это его немножко дезориентировало, семерка мечей. Но семерка мечей еще карта обмана, потому что этот мужчина ему лгал, он сказал ему неправду. Вот это и дезориентир был. Он полон сил, цель есть у него, и потом кто-то вдруг ему пишет или звонит. Во-первых, он разговаривал с женщиной и с мужчиной, из-за которых у него испортилось настроение. Вот он был немножечко не в себе, но тем не менее он не растерял своих сил и энергии. Это не из-за них случилось. То есть это не несчастный случай, мы помним об этом, друзья мои. Хорошо, а что случилось уже после того, как Николай вошел в воду Босфора и начался заплыв? Что случилось уже после того, как Николай Свечников вошел в воду Босфора и начался заплыв? Что случилось после того, как Николай Свечников зашел в воду Босфора и начался заплыв?
Друзья, если вам интересно данное видео, прямо сейчас поставьте лайк. Подпишитесь на канал и напишите свой комментарий под видео. Это позволяет YouTube продвигать мои ролики, чтобы их увидело как можно больше людей. Для вас это всего один клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо вам. Итак, что случилось после того, как Николай Свечников вошел в воду? Ну, здесь я вижу четко преступление, друзья мои, потому что дьявол говорит о преступлении, о привязке, о привязанности к чему-то. Я сейчас расскажу вам всю историю. Девятка мечей, человек очень чего-то боится, и он боится не проиграть, он боится того, что с ним происходит. Что происходит с его состоянием? Состояние неважное, силы он теряет, но силы он теряет не потому, что он не профессиональный спортсмен или он плохо подготовился, силы он теряет, потому что ему не очень хорошо. До этого по тройке кубков я вижу, что Николай что-то выпил, и ему что-то подмешали в бокал. 3 человека было. 3 человека было в столовой или где они распивали напитки. Это был сок, может быть, чай какой-то. И, соответственно, что-то кто-то ему подмешал. Дьявол. Привязка к чему-то. Привязываться к чему-то. Вот как раз-таки это поспособствовало тому, что ему стало плохо, и он из-за этого очень сильно испугался. Он не понял вообще, что происходит. Паж Пентаклей – это он сам, он очень много думает в воде. Паж не потому, что он мелкий персонаж, я про Николая Свечникова говорю, а Паж потому, что он начинает мыслить и не понимает, что с ним происходит. Он начинает думать, что он пил незадолго до того, как вошел в воду. Он понимает, что с ним что-то сделали. Он понимает, что ему что-то подмешали. В районе сердца. Вот Пентакль. Пентакль – это не только деньги, Пентакль – это наш ресурс, друзья мои. Пентакль – это воздух, огонь, вода, земля, и наш ресурс – это наш дух, соответственно. И вот здесь в районе сердца что-то происходит. И Николай Свечников вылетает из матрицы. Колесо фортуны – это матрица, это наша жизнь. То есть он вылетает из физического мира. Я правильно понимаю, что Николай Свечников погибает в воде? У него останавливается сердце, потому что ему что-то подмешали. Посмотрите, я говорю, у него останавливается сердце, потому что ему что-то подмешали, выходит тройка мечей. Тройка мечей – это остановка сердца, это инфаркт. Это что-то происходит с сердцем, это разрыв сердца. Это остановка сердца, потому что человеку что-то подмешали. Думаю про эту карту, вытягиваю эту карту. Как вот такое может быть? Тройка мечей – это остановка сердца. Мы с вами выяснили, что Николай Свечников погибает в воде. И погибает он от того, что с сердцем стало плохо, что ему что-то подмешали. А куда потом делать тело Свечникова? Почему оно всплыло только через 5 месяцев, его обнаружили? Что происходит дальше с телом Николая Свечникова? Оно остается в воде или его вытащили из воды? Что происходит дальше с телом Николая Свечникова после того, как он погибает в воде? Его вытащили из воды. Его вытащили из воды. Да, его куда-то везут. Карта повешенный, он действительно уже не живой. Его связывают, тело связывают на всякий случай, я так понимаю, потому что повешенный имеет отдаленное время действия. И если вдруг человек не погиб, если вдруг человек не умер, то его нужно заранее связать. Шестерка мечей куда-то везут не живого человека на лодке, на каком-то судне. Карта шестерка мечей. Те, кто вытащил Николая Свечникова из воды, причастны ли к его гибели? Король мечей. Король мечей – это человек, наемный убийца, здесь в данном случае, потому что мы говорим про убийцу. Именно в данном случае, друзья мои, не всегда король мечей говорит о наемном убийце. И король мечей здесь в данном случае, да, это причастный человек к тому, что как раз-таки случилось с Николаем Свечниковым, к его гибели. И куда увезли Николая Свечникова? Куда увозят тело Николая Свечникова? Девятка пентаклей – это что-то стабильное, что-то нерушимое, какой-то дом, какой-то дворец, какой-то особняк. Почему говорю особняк, почему говорю дворец? Потому что здесь пентакли, выпали девятка пентаклей – это стабильное, нерушимое что-то. Действительно там, где живут богатые люди, люди при деньгах, у власти, можно сказать. И мы с вами уже вытягивали сегодня императора и говорили о том, что это как раз-таки человек, который является заказчиком. Но мы сейчас еще уточним. Кто является заказчиком убийства Николая Свечникова? Мы выяснили, что это какой-то властимущий человек. Кто является заказчиком убийства Николая Свечникова? Семерка кубков – это иллюзия, это обман. То, что мы с вами увидели, карта императора нам выпадала, это не окончательный вариант. Понимаете, да? Это не тот человек, который является заказчиком. Это тот человек, у которого есть свой хозяин. То есть император – это не самый главный человек, который нам выпадал сегодня. Император, у которого есть свой хозяин. Семерка кубков. Семерка кубков – это тот, кого не видно. Это иллюзия. Этого не существует. Тот, кого не видно, тот, кого мы не видим. Это теневая фигура. Я правильно понимаю, что тот, кто является заказчиком убийства Николая Свечникова, это теневая власть, которая управляет видимой властью? Да, и причем во главе угла вполне себе может стоять женщина,
королева Пентаклей, но это не та женщина, которую мы вытягивали и говорили о том, что она является врагом Николая Свечникова, который желает ему смерти. Та женщина совсем и совершенно не имеет к этому отношения. Королева Пентаклей — это какая-то женщина, у которой есть ресурс, и которой для чего-то нужен такой ресурс, как Николай Свечников и как ее тело. Паш Пентаклей — это те люди, которые работают на систему. Мы сейчас говорим вот этом мальчике, который выпал. Двойка Пентаклей — карта остановки, карта лавирования. Лавировать так, чтобы никто не увидел, так, чтобы никто не узнал, что это делаю я. Кто является заказчиком убийства Николая Свечникова? Теневая фигура, которую мы не увидим никогда. Лавировать так, чтобы меня никогда не увидели. Семерка кубков — иллюзия. Меня не существует. Я как бы есть, но меня нет. Ни для кого. У меня есть свои прихвостни, которые работают на меня. И некая королева Пентаклей стоит во главе угла. Вполне возможно, что она как раз-таки является заказчиком. Но это не обязательно. Это может быть человек, который также работает на систему. Королева Пентаклей может быть самой системой, потому что система королевы Пентаклей все одно и то же женского рода, друзья мои. А кто является убийцей Свечникова? Непосредственным убийцей, кто подмешал ему как раз-таки в бокал с соком или с чаем, или с водой что-то, от чего Свечникову стало плохо сердцем. Кто является непосредственным убийцей Николая Свечникова? 3 человека как минимум. Тройка мечей показывает 3 человека. Предатель еще может говорить, да, тройка мечей. Почему? Потому что карты предательства часто выпадают на друзей, на коллег, на людей, которые очень близки с нами, на друзей наших, которые могут работать на кого-то и идти против нас по головам, если им заплатили кучу денег. Тройка мечей — это тот человек, которого он знал, с которым он разговаривал, и с которым он разговаривал незадолго до того, как войти в воду. То есть этого человека Свечников знал. Тройка мечей все-таки указывает даже не на 3 людей, а на одного человека, который является предателем. Кто убийца Свечникова? Колесо фортуны. Человек, который работает на систему, но человек-предатель, и человека Николай Свечников хорошо знал. Сколько всего человек участвовало в убийстве Николая Свечникова? 1, еще 1, ну и тут смерть сама. Вот именно в убийстве, именно в устранении Николая Свечникова участвовало 2 человек. Но есть еще люди, их как минимум там 9-10 человек, друзья мои. Мы не будем сейчас всех вытягивать. Карта смерть. Вот смерть как раз наступила от этих 2 людей. Здесь предположим, что Свечников в темных очках сидит, ничего не видит, не понимает. А рядом с ним черная кошка. Предатель. Предатель, который как раз-таки его убивает, что-то ему подсыпал. А Паш Пентаклей — это тот человек, который приплыл на лодке. Вполне возможно, и забрал тело Свечникова. Идем дальше. Мотив убийства Николая Свечникова. Является ли это жертвоприношением, чем-то оккультным? Были ли у убийц какие-то личные счеты? Вполне возможно. Может быть, он кому-то нахамил, нагрубил, какому-то властимущему человеку, а тот это не признал и решил его устранить. Как это так? Мне нахамили, нагрубили. Всякое может быть в нашей жизни, друзья мои. Это может быть просто какой-то убийца, который любит убивать других людей. Но это вряд ли. Мотив убийства Николая Свечникова. Мотив всегда должен быть. Мотив убийства Николая Свечникова. Нужен человек. Вот нужен сам человек или его тело. Рыцарь мечей. Это сам человек. Информация дошла определенная, то, что такой человек будет участвовать в соревнованиях, в заплыве. И именно такой человек им подходит. Вот кому им, мы уже практически выяснили, что это какие-то властимущие люди, но для чего он им подходит? Рыцарь мечей — это информация поступила о том, что некий молодой человек будет участвовать в соревнованиях. И нам нужен он, живой, либо мертвый, или его тело. Мотив убийства Николая Свечникова. Является ли убийство Николая Свечникова чем-то оккультным, жертвоприношением? Абсолютно точно, да, высший суд. Карта высший суд, как раз-таки 20-й старший аркан, говорит о жертве, о приношении, о подношении какому-то богу жертвы определенной, о том, чтобы кого-то воскресить, это ритуал какой-то на воскрешение некротики, на воскрешение мертвого, о том, чтобы кому-то кланяться, поклоняться, и для этого нужен какой-то молодой сильный мужчина. Ну давайте уточним все-таки, были ли у убийц личные счеты с Николаем Свечниковым. Нет, личных счетов не было, просто нужно было забрать тело молодого человека. Паш мечей поступила информация, нужно сделать. Колесница, все, нужно сделать, нужно забрать, нужно привести тело. Тело молодого человека, живого, мертвого, ну, скорее всего, мертвого. Им нужно было именно тело, вот здесь высший суд все нам уже сказал, то, что это ритуал определенный. Здесь все, в принципе, показано. Почему в жертвы выбрали именно Николая Свечникова? Могли же кого-то другого выбрать, множество спортсменов было, и когда они его выбрали? После того, как он зарегистрировался на соревновании или на самих соревнованиях, уже когда они его увидели? Почему в жертвы выбрали именно Николая Свечникова?
Вот здесь карты показывают доступнее всего. Уж почему доступнее всего, не могу понять. Потому что 8 мечей – это человек, который не может выбраться из каких-то иллюзий, из каких-то заблуждений, или у человека разбитое сердце. Вполне возможно, что Николай Свечников переживал не самый лучший период в жизни своей за несколько месяцев до соревнований. Или вполне возможно, прямо на самих соревнованиях. Разбитое сердце, предательство. Вполне возможно, что что-то случилось, или кого-то потерял, что-то потерял. Он был в удрученном состоянии, несмотря на то, что у него было много силы и энергии. Он действительно хотел переплыть Босфор, но тем не менее, вот 3 кубков – это говорить про доступность тела, доступность человека. В открытом доступе находится человек. 8 мечей, человек либо заблуждается, заблудший человек, заблудшая душа, либо человек находится в несколько депрессивном состоянии. Выбирали именно по этим критериям. Обязательно. Это не обязательно должен был быть Николай Свечников, но выбрали именно по этому критерию. Вполне возможно, что да, убийца, соответственно, за ним кто-то следил и знал всю подноготную о нем. И как раз-таки, конечно, это должен был быть кто-то приближенный. И поэтому здесь и показывают карту предателя. Нам до этого показывали. Когда они выбрали его в жертву? После того, как произошла регистрация на соревнования. Или на самих соревнованиях. Вот когда Свечников пришел на сами соревнования, и они поняли, что все это он тот, кто нам нужен. На самих соревнованиях. Но до этого, карта отшельника, они уже понимали, что, скорее всего, это будет он. Если мы имеем дело с предателем другом, или с предателем знакомым, или знакомой, потому что здесь все-таки показывают нам предателя, несколько раз показывали, то карта отшельника – это медлительная карта, длительная. Она мягко стелет. И долго идет отшельник. Он может очень долго дружить, очень долго идти к своей цели. И вот как раз-таки они, скорее всего, очень давно его уже заприметили. Но именно на соревнованиях поняли, что это точно должен быть он. Давайте теперь узнаем. Тело Николая Свечникова обнаружили лишь спустя 5 месяцев. Тело действительно так долго пробыло в воде? И где его держали тогда, если его вот только-только положили в воду, чтобы его нашли 20 января 2026 года. Тело действительно так долго пробыло в воде, то есть они его, возможно, положили сразу же после того, как привезли в дом, через несколько дней или через несколько недель они его положили в воду. Тело Николая Свечникова действительно 5 месяцев пробыло в воде? Нет. А где было тело Николая Свечникова все это время? В доме в каком-то. 4 жезлов – это дом. Это дворец, это семья какая-то, это какая-то коалиция, каста, секта, называйте, как вам больше нравится. Оно было где-то в доме, на содержании, необходимо было тело. За сколько дней или недель до обнаружения тело Николая Свечникова попало в воду? За сколько дней или недель? Справедливость. 11. 11 дней, 11 часов. Очень быстрое, резкое что-то. На карте меч у нас изображен. То острое, резкое, быстрое. 11 дней скорее больше, нежели 11 недель. То есть незадолго до обнаружения его положили в воду. Оно попало в воду. Такой интересный момент. Тело Николая Свечникова попало в воду уже без конечностей и головы. Потому что мы знаем, что у него не было головы и рук, когда обнаружили тело. Тело Николая Свечникова попало в воду уже без конечностей и головы. Чего-то уже не хватало, 4 кубков. Мне всего хватает или мне чего-то не хватает? У меня все есть, мне этого не надо. Или у меня наоборот этого нет, мне не нужно. Чего-то не хватает. Тело Свечникова попало в воду уже без конечностей и головы. Что-то забрали. И забрали не только голову и руки. Что-то еще забрали. Какой-то ресурс, но здесь ресурс по Пентаклям обозначает, скорее всего, голову. Потому что голова – это серьезный ресурс. Без головы человека не хоронят, потому что душа не может очень долгое время переродиться. Без головы, без конечностей, без рук, без ног и так далее. 2 мечей что-то убрали, что-то отрезали, что-то оторвали. Вот здесь мечи. Да, в воде оно оказалось уже без рук и без головы. Что сделали с головой и конечностями Николая Свечникова? Что сделали? 10 кубков. Пир вампиров. Здесь богатые люди развлекаются для развлечения богатых людей. Как бы это страшно не звучало. 10 кубков для исполнения каких-то желаний. Для исполнения каких-то желаний и для своих ресурсов. 10 кубков. 10 – это переход к чему-то новому. Повторюсь, я уже говорила сегодня об этом. Чтобы перейти во что-то новое, чтобы что-то восстало и воскресло, потому что это оккультный ритуал, мы с вами говорили об этом, высший суд, карта выходила. 10 кубков для чего-то нужны голова и руки. И, соответственно, их отделили от тела. Кто это сделал? Почему так профессионально были отделены руки и голова? Почему так профессионально? Кто это сделал? Не называет нам своего не имени, а вообще даже не показывает нам, кто он такой, паж кубков. Работает на систему, соответственно, потому что он всего лишь паж.
Делает это с любовью. Почему? Потому что, скорее всего, это является его основной работой. Вполне возможно, это какой-то врач. Мужчина, еще мужчина. 3 мужчин присутствовали при отделении головы и рук от тела Николая Свечникова. Вполне возможно, это врач, потому что было с хирургической точностью отделены голова и руки. Он нам себя не показывает. Паж кубков с любовью к людям. 4 пентаклей заботится о людях или заботится о животных. Это либо ветеринар, либо врач. Либо ветеринар, соответственно, врач для животных, либо врач человеческий для людей. И еще 2 присутствуют при этом. Друзья мои, это нужно было для ритуала. Такой интересный момент. Организаторы заплыва на Босфоре знают, что на самом деле произошло с Николаем Свечниковым. Организаторы заплыва на Босфоре знают ли, что на самом деле произошло с Николаем Свечниковым? Знают, конечно, иерофант, и скрывают. Знают и скрывают. Иерофант – это тайна, иерофант – это опыт. На своем опыте учиться или работать на некого иерофанта. Иерофант скрывает здесь свое истинное лицо под маской. Под венецианской маской, но выглядит это достаточно жутко. Обратите внимание, что 2 столпа, Яхин и Боаз, и между ними некий параллельный мир. Это мир мертвых. Посерединке у нас есть на карте Верховная Жрица подобная, и на карте Иерофант. Иерофант знает ключи от всех дверей. Ключ Соломона для открытия темных тайн и для открытия дверей, где находятся мертвые души, мертвецы. То есть здесь связано с некротикой. И организаторы заплыва, я так понимаю, что давно с этим работают, но организаторы постоянно меняются. Вот именно данные организаторы, именно данное соревнование должно было подразумевать, что будет на соревновании жертва. Обязательно. Организаторы заплыва сами принимали в этом участие. 5 кубков. Карта отрицательная, потеря чего-то. Нет, организаторы не принимают в этом участие. Они просто являются исполнителями. То есть они знают, что это будет происходить, и делают все для того, чтобы это произошло. Но тем не менее, это тоже сообщники. Здесь 5 кубков говорит о том, что потерять зубы, потерять свой род. Род и род. Род, наш род, там, где находятся наши зубки. Зубы, всегда, когда у человека крошатся зубы или выпадают зубы, это значит теряется связь с родом. Вот они потеряли связь с родом, со своей собственной душой, со своим собственным духом. Я имею в виду организаторов соревнований, и закрывают на все глаза. Они прекрасно знали, что будет происходить. В этом непосредственно не участвовали, но сделали все для того, чтобы это произошло. Цель мероприятия заплыва на Босфоре. Главным образом это само соревнование, заплыв, или под видом заплыва под шум мероприятия принести некое жертвоприношение. Какой главной целью является заплыв на Босфоре? Это главным образом само соревнование, это главным образом зрелище. Люди созерцают зрелище для людей. Это прекрасный шанс, и почему-то здесь туз пентаклей заработать, туз пентаклей привлечь внимание к себе. Или же целью мероприятия, под шум мероприятия самого, принести некое жертвоприношение, похищение человека. В том числе, но здесь вот да, в том числе карта башни здесь еще выходит. Они прекрасно знают, что кого-то устранят на этом соревновании, они не знали, кого конкретно. Паж кубков здесь скрывается лицо человека, они знают, что это будет мужчина, но не знают, кого конкретно принесут жертву. Я имею в виду как раз-таки организаторов данного заплыва. И они очень боятся, 9 мечей, но они боятся и не выслужиться в том числе, потому что они уже находятся в системе. И если они не будут помогать системе, то, соответственно, система их зачистит. Карта башни. Карта тотальной чистки. Вообще, что за тенденция в Турции в последние полгода пропадают люди? Помните, пропала у нас Ирина Киселева, такая очень громкая история была, я делала на нее расклад, кстати, переходите. Я делала расклад, шот-видео, небольшой расклад на Дарью Лучкину, говорила о том, что она вернется обратно, и она действительно вернулась. Ирину Киселеву до сих пор не нашли. Теперь в Турции, Босфоре также пропал, нашли тело, к сожалению, Николая Свечникова. Что вообще происходит в Турции? Почему это именно Турция? Что за тенденция такая? Почему именно в Турции пропадают люди? Почему именно в Турции пропадают люди? Место какое-то, место силы. Карта мир, карта влюбленные. Разграничение пространства между живыми и мертвыми. Карта мир, последняя карта в колоде Таро. И после мира наступает дурак, 22-й аркан по кабале или нулевой старший аркан, как мы привыкли его называть, шут или дурак. И здесь есть какой-то эпицентр.
того, где есть собрание мертвых, которых они поднимают, как это не страшно звучит. Да, есть ритуалы, темные ритуалы, вы все это должны знать. Это на самом деле абсолютно вот так вот с нами существует. Просто кто-то не знает, кто-то не хочет в это верить, кому-то просто удобно в это не верить. И как бы от этого жизнь меняется, но тем не менее это важно понимать и знать, что это есть с нами рядышком. Карта влюбленные, есть какое-то место под деревом, может быть, около дерева, где-то в лесу, где они как раз-таки взывают к мертвым, как это не страшно звучит. Карта девятка мечей, карта страха, панического страха, забирают людей, у которых не все хорошо в жизни, или у которых страх перед чем-то. Волнение какое-то очень сильное, они питаются этим гавахом. Паж жезлов, кстати, о очень многих людях даже не говорят. Больше гораздо людей пропадает в Турции, нежели мы с вами обсуждаем вообще на канале, и вообще, в принципе, на каналах обсуждают. Гораздо больше людей пропадает в Турции. Связаны ли как-то вот эти истории Николая Свечникова, Ирины Киселевой, Дарьи Лучкиной, связаны ли как-то между собой? Связаны ли между собой истории пропавших в Турции людей? Каким-то образом, да? Потому что карта «Мир», опять-таки, она у нас вышла, показывает, что многих людей, как это не страшно звучит, сдают в расход. Потому что «Мир», еще раз повторюсь, это последняя карта 21-го старшего аркана в колоде Таро. Это карта неживого человека, это Дух Святой. То есть делают из физического тела, из физического воплощения, вытягивают дух человека. Ну и про дух, и про душу как раз-таки. Что сейчас происходит с душой Николая? Давайте узнаем, потому что голова и руки отделены от тела, и они не находятся вместе с телом. Это очень плохо, когда после смерти человека не хоронят или не кремируют полностью. Что сейчас происходит с душой Николая Свечникова? Является заложенной душой, забранной душой. Семерка мечей — что-то забрать то, что мне не принадлежит, обмануть. Заложенная душа, которая не находит выхода и может не найти выхода еще лет 700. Семерка. Семерка — это карта человека. Человеческих предубеждений, человеческих ошибок, человеческих грехов. 7 грехов. Семерка мечей. Почему именно такая смерть пришла к Николаю Свечникову? Почему именно так произошло? Последний вопрос, друзья мои. Смерть. Сама смерть. Должна была прийти смерть, как говорят у нас, по судьбе. Но ничего у нас не бывает по судьбе, мы сами строим свою судьбу. Если бы Николай не пришел на заплыв на Босфор, то ничего бы не случилось. И здесь карта смерти говорит о том, что по судьбе. Почему пришла именно такая смерть к Николаю Свечникову? Почему? Что-то произошло в роду. Повешенная — это не только карта жертвы, не только карта предателя, потому что в некоторых моментах она еще как карта предателя выходит. В колодах Таро Висконти Сфорца она называлась предателем, потому что олицетворяла Иуду Искариота. А здесь карта повешенная еще говорит про род. Что-то случилось в роду, не выполнили какую-то кармическую задачу, не было связи с родом, и, соответственно, прилетела по судьбе. Но, опять-таки, еще раз повторюсь, судьбу мы свою строим сами, самостоятельно, и мы всегда сами знаем, как лучше для нас. Поэтому, друзья мои, берегите себя и своих близких. Обязательно. Друзья, история Николая Свечникова – это не просто трагедия на воде. Это напоминание о том, что наш мир гораздо сложнее и темнее, чем новостные заголовки. Пока тысячи людей следили за спортивным соревнованием на Босфоре, в тени событий действовала иная, невидимая сила. Те, кого принято называть теневой властью. Для них человеческая жизнь – лишь ресурс, принесенный в жертву ради удержания контроля над этим миром. Почему об этом молчат? Потому что общественности привычнее верить в трагическую случайность или сильное течение, чем признать, что прямо среди нас существуют структуры, стоящие над законом. Карты Таро, в свою очередь, срывают маски. Николай Свечников стал жертвой системы, о которой не принято говорить вслух. Будьте бдительны, берегите своих близких и себя. Истина всегда где-то рядом, даже если скрыта глубоко под водами Босфора. Друзья, переходите ко мне в телеграм-канал, где я публикую ответы на самые волнующие вас вопросы, которые вы не увидите на YouTube и в других социальных сетях. Помимо этого, в телеграм-канале вы сможете смотреть мои видеорасклады без замедления и в хорошем качестве, общаться со мной и моими подписчиками и находить для себя интересные и полезные материалы и информацию. Ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите свой комментарий или вопрос под видео. С вами была я, Сабина, и мой канал Энергия Таро. Всем пока!